А, нет, все нормально, изображение есть. Что-то у меня тут в студии изображение не отображалось. Хорошо, сейчас все вижу, что все хорошо. Так, ребята, в чатике еще напишите, пожалуйста, кто онлайн, все ли хорошо видно, слышно. И мы, в общем, поехали. А то, что я вижу, это одно, а то, что на самом деле еще может быть совсем другое. YouTube дело такое хитрое. Итак, давайте смотреть, кто у нас эльфенка. На эльфенка вообще претендует. Претендует на эльфенка 2 человека, насколько я понял. Просто остальные вроде как вообще про это не писали комментарии. Вот это вот все комментарии, которые были. Серафим, здравствуй. Сибас у нас тут фантастический стих написал. Немножко с рифмой, конечно, плохо. С размером тоже плохо, но видно, описал от души. Молодец. В общем, хочет дать имя Сибас. Циник ок пишет хорошо, значит все замечательно. И Сергей, видно, слышно, 52 лайка, вчерашний стрим, народ хочет Тею. Да, я заметил, что очень хорошо восприняли. По Тее ребята соскучились, прям не один я. Не только лишь я 1,5 года в нее не играл. Котик-обормотик, здравствуй, дорогой. Итак, Сибас хочет, и, судя по всему, вот, хочу эльфенка Д'Артаньяна. Вот 2 имени у меня тут. Сибас Д'Артаньян, Александр и Баскервиль хотят. Поэтому давайте кубик на 2 у нас. Вот есть такой. А, подожди, это кубик на 6. Ну, давайте кубик 20 возьмем. Этот уберем и перекинем. В общем, четные будут, допустим, Сибас, нечетные будут Д'Артаньян. Так, четные Сибас, нечетные Д'Артаньян. Надеюсь, всем видно все. Да. 5. Нечетные. Д'Артаньян. Так, поздравляю Александра. Всем бобрового времени суток от Кирилла. Даниил таки приветствует. Если ребром выпадет. Привет, Вармастер, вчера тебя не видел. Если ребром, не знаю, тут, по-моему, такого не бывает. Так что без если. Сибас пролетел, да. Д'Артаньяна будем делать. Итак, Д'Артаньян, в чем прикол? В том, что здесь можно писать вот эти вот запятые сверху, которые в русском языке вообще никак не используются, да? Ну, я не знаю, чтобы они использовались. Как он там пишется, этот армянский ник, я уже не помню. Вроде так. Поехали. Так, у нас эльфенок, у нас паучонок. Посмотрел я последний трай новогодний, когда мы там за снежинку заодно играли. К этому ходу мы уже рвали 4 красные уровни. К 33-му ходу. Ну там снежинка, она, конечно, изначально мощная была и уже под 14 уровня, 14-15 была на этом ходу. Мы пока что не особо такие мощные. Я не знаю, насколько нас быстро Тея задавит, но я чувствую, что задавит. Слишком много мы сидели, лечили слишком долго и занимались фармом всяким. Поэтому надо как-то... Сибас, ты в курсе, что твою ставку перебили? Стримлер-паук, да-да. Никин, привет, привет. Кто так в Тею играет? Где обуза? Где высадка на город и бесконечный опыт? Эльфийский ребенок 22 уровня. Мы играем без поддавков в этом трае. Будут все обузы. Так, камеру я не буду отдалять больше. Теперь вот такая будет вблизи, чтобы было лучше видно. Лучше видно вот этих вот карапузиков наших. Итак, куда мы хотели отправиться? У нас хп мало. Воевать сейчас я не хочу, пока у светоносных. Не помню, что там за задание. Блин, сегодня стрим пересматривал, а задание уже забыл, какое там будет. К мухам мы там приведем, что-то там надо будет с бабой, не помню. Так, мы пока отправимся, что-то я там внизу хотел грохнуть, по-моему, этих ос, да? Пчел. Вот пока мы к ним идем, мы, наверное, и грохнем. Где-то там гнездо было. Попытаемся обогнать шторм.
Внезапный шторм застает вас врасплох. ХП нам сняли. Ах ты же зараза. Еще и у паука так много. Проблема. Паук может откинуться. Надеюсь, не откинется. Ну что-то вообще. Тэечка вообще нам не рада. Не хочет, чтобы мы жили. Это плохо. Ну хоть опыт дали. Так, сейчас мы здесь посидим и добудем, наверное, фруктов. За 2 хода. Шанс, что паук откинется, сейчас мы посчитаем. Ну, паук-то не откинется, у нас все-таки 7 есть. 33 хп, 5 имеется из 33. Сейчас мы с вами это дело поглядим. Убивать улей хотел вроде, да-да. Туда мы сейчас пойдем. 5 из 33. Итак, у паука 15% умереть. Офигеть, на ровном месте. Ёлки-палки, просто шли, ничего не могли сделать. Молния по голове ударила. Ну это это вот просто вот как... Сидит кто-то, какой-то дурак на небе и жмет на кнопки. А это, может, Перун, слушай. Перун, сорян, ничего личного. Просто больно. Так, мы соберем фрукты. И что? Мы с фруктов-то вообще хоть что-то крафтить умеем? Да, мы можем мясо с фруктами использовать. Так что все нормально. У нас имеется сейчас и еда. Имеется приготовленная трава, имеется. Замечательно все. Лучший бог для начала в ТИ-2. Смотря, что ты хочешь от ТИ-2. Вообще не самый лучший, но на мой взгляд. У каждого, я думаю, свой. Кстати, ребят, напишите, какой бог, на ваш взгляд, лучший. Если вы это смотрите в записи видео, напишите, пожалуйста, в комментариях. И почему. Вот я скажу сразу не, потому что она уменьшает шанс смерти. Вот это вот сейчас 15%, она уменьшает до 10, по-моему, или скольки там, я не помню. В общем, вот эта штука мне нравится у нее. А у остальных такие маленькие бафики, что, ну, не знаю. Навскидку так даже не скажу, у кого что. Так, 2 хода сидеть. Сидеть 2 хода. Если сейчас не умрем, будет хорошо. Бой, на нас еще и напали. Ну, вы видели, да, это ТЭ. Это просто ТЭ. Ой, фейспейлм, вообще, вот там даже гнезда не было этих кабанов. Нигде. Где мы шли. Ах, господи, это ж, боже мой. Вот вообще... Я вот ничего неправильного не сделал. В этом ходу, по крайней мере. За что меня так? Котик-обормотик. За гномов, за Эль. Спасибо большое, котик. Ты настоящий друг. Походу, новый трай сейчас придется делать. Так. Ладно, может быть, выкрутимся. Я сейчас на что рассчитываю, что 3 раза одного и того же кабана выставят. Но это вот вообще ни разу не точно. (12,8). Не успеем, да? Ну хотя нет, этого-то мы убиваем. Вот он 2 раза выставил одного и того же, это хорошо. Это мы успеваем тут и тут ударить. Эльфенок, в принципе, жить будет. Так, хорошо. И то есть у нас... А неважно, куда мы поставим. Слушай, мы выжили, что ли? Единственное, эльфенок, конечно, по щам отгребет сейчас. Вот этот вторым бьет, этот третьим. Ну, то есть вторым-то он ударить не успеет, потому что первый его... А, подожди, мы его не убиваем первым ударом. А, ну тогда все, тогда печаль. Мы даже по силе не смогли. Никаким макаром. Так,
Отнимает он у нас 20. Это минус 9. Минус 9. Это кошмар. Так. Здесь 20 и 20. Минус 14 у эльфа будет, минус 9 у паука. Ну, это прям не вариант. Сейчас попробуем, конечно, прервать, но там, по-моему, не особо меньший урон будет. Салют, Спирт. Вася уже что-то улыбается. Я, кстати, все комментарии прочитал в чатике, точнее, весь чатик прочитал за прошлый стрим. Спасибо за интересные сообщения, я там многое на вооружение взял. Так, а потеряли мы еще больше, да, чем могли потерять в бою. Слушай, ну это, конечно, трэш, что теряем еще больше отступлением. Я-то думал, там не так будет. Печально все. То есть нам ХП дали. ХП максимально желтое мы потеряли, но здоровье нам восстановили. Эльфенок пока живой. Ну блин, ну ладно. Я бы знал, что такой трэш будет, конечно, так бы не сделал. Первое сообщение не увидел. Хорс самый лучший. Заря самая лучшая. Светоносных можно бить в красном. Каря. Поэтому улыбнулся, теперь понял. Паук эволюционировать? Нет. Если ты имеешь в виду прям как у крыски, только у крыска может эволюционировать. Или там дети в кого-то вырасти могут. А больше ни для кого таких особенностей нету. Для Шишиги еще вроде как вложено там в лешего превращаться, но она, по-моему, не активна. Или активна для англоязычных. Способность. Ну, в общем, в программе-то это все дело есть, но после перевода русификации, после локализации почему-то в Шишига в лешего не превращалась у меня. Таймера нету вот этого детского на взросление у Шишиги. Все вроде, больше никого нету таких интересных превращений. Осколки там всякие, да? Еще в големов в этих здоровых превращаются. Каменные тролли эти. Каменные лавовые. Все, больше, по-моему, ничего нету такого интересного. Ну, а крыска, она вообще круто. Она в опоссума. Сначала в толстую крысу, потом в опоссума превращается. Это вообще зашибись. Ну и любых персонажей можно превратить там в оборотней, в призраков. Но я думаю, вы это уже знаете. В городах. Так, что делать будем? 3 хп у него есть. Может быть, выживет. Ладно. Семя потеряли. Вот эти гады, я бы лучше им вломил и потерял меньше хп, если бы знал, что так это работает. Но теперь знаю, ладно, теперь знаю, теперь что уж прочитать, давайте пробовать. Либо их сейчас убивать, потому что жития они нам не дадут. Блин, я забыл переключиться. Спасибо, что сказал, котик. Кэтбейн, привет, поживаю, тут еле-еле, наладан дышу. В моем трае вы не видели, но я играл ранее в другие, вообще специально для крысы. Там начинаешь, блин, как же там... Там свой квест, короче, конкретно для крысы есть. Ее превращать по пути вот именно крысы. Превращать. Мы-то в дикой эволюции мы с вами крысу брали, но мы в последнюю, но мы там ее не превращали в опоссума. Мы в другом каком-то трае превращали крысу. Сейчас скажу. Если хотите посмотреть, как эта крыса выглядит, сейчас скажу, где мы это
делали. Ах, не забыть бы потом обратно переключиться. Так, нет, не здесь. Короче, вот все стримы компании у меня вот здесь есть. Перечисленные. Охотник-собиратель 2 ребенка. Так, гномик 2 ребенка. Паук Арч... О, я за паука играл, оказывается, уже. За 3 глава. Народу, конечно, было. Мама, не горюй. Может быть, у Моровита вот здесь вот крысу я вижу. У Лады. Но это с желтым цветом, это все уже скрытое. 2 ребенка, ремесленник Плут 2 ребенка, охотник воин 2 ребенка. Нет, а вот крыса Плут. А, не, вот у Хорза это мы дикая эволюция. Это мы тут крысу в другие вещи превращали. Тут дикая эволюция. У меня все ходы записаны. Сейчас покажу, во что мы превращали. Крысу... А, мы крысу превратили в гоблиненка и дальше уже, ну, сбились, короче. Эволюция у нас была совсем по другому пути пошла. В общем, тут другое было. В какой-то другой версии, в общем, мы играли. Так, сейчас у меня стрим все нормально отображает. Хорошо. Че, будем пробовать убивать, иначе догонит. Ну, либо убегать, чтобы не догнали. Че по опыту? Так. А толку, сил у нас все равно, да, не хватает пока. Кстати, кольцо слетает, потому что персонаж как бы умирает, изымается из игры, и вместо него другой с теми же характеристиками вводится. Механика в этом плане, в таком плане работает. Так, давайте, наверное, отбежим, попробуем. О, а я не понял, а где гнездо? Я его что, убивал уже, что ли? Не понял, или оно выше? А, оно выше. Так, тут всякие драконьи пчелы, которые очень быстро ходят. Надеюсь, мы выживем здесь. Опыт получим, пока зима, надо зачищать. Блин, ну это, конечно, трэш. Первый же ход. Потеря семени. Все верно, выше было. Все таки было выше. Так, так, так. Первым ходишь ты, давай с центра поставим. Угу. Ребенок танкануть, в принципе, сможет вот эту пчелу, если что-то пойдет не так. Так, эта пчела уже умерла, так что нормально. А, подожди, что нормального-то? Здесь она успеет походить, да? А, не успеет, она умерла. Так, потом этот ходит в кого-то. Так, этого я убиваю, потом убиваю вот эту пчелу. И остается здесь 2 пчелы. 2 пчелы. Так, вот эту я не дам походить. Убью сам. И ребенком танкану вот здесь. Так, запоминаем 27 урона. Я сейчас максимум наношу паучком. Помянем колечко на плюс к статам. Да, не говори. Вообще обидно, обидно. Непонятно, зачем ребенку вот это на мудрость скилл, эльфенку, когда мудрости так мало, что этот скилл не работает. Не хилится, в общем, ребенок никак. Так, ну мы смогли, но что-то опыта вообще ни о чем.
И главное, ведь не наплодили же они пчелок-то, на которых я рассчитывал. А, это какие-то охотники. А, это эти, богатый купец-то, этот, из которого мы из ямы вытащили. Из богатого клана. Вылез. Так, нам вот сюда бы встать. Давайте сюда встанем, мы от кабанов подальше. Так, ну и что, давайте поглядим, сколько нам... Какой шанс, что умрет эльф? 15,2 максимум, 3 имеется. Так, не понял, где тут калькулятор смерти? Так, 15,2 максимум. Сколько там имеется? 3. 10%. Ну, здесь небольшой шанс. Это хорошо. Это нам повезло. Так, поехали в игру. Скрафтим что-нибудь пожевать. Новую еду используем сразу, чтобы работала. Регенерацию вот сюда нам надо прыгать. Срочно, срочно, срочно. Ну и, надеюсь, не помянем мы эльфенка. Фигня это кольцо, пишет Вася. К тому времени всю игру пройти можно. Кстати, да, ты прав. Пока на него нормальные ресы набьешь. Фу, неужели мы выжили? Блин, я думал уже все, новый трай. Вот реально. Вот это, наверное, котик молодец. Перевернул все вверх дном. За гномов, за Эль. Сообщением своим. Так, 6 хп из 15. 3 хп установили, зашибись. Мало, мало, конечно же, мало. И опыта мало у нас. 12 опыта у эльфа сейчас. 14 удар мага. А, кстати, эльфа-то я не переименовал. Все, Д'Артаньяном. Здесь мы покровителя Нисибас. Ой, забыл, как фамилия. Каршинин, блин. Сорян. У меня даже коллега есть такой фамилия, а я всю фамилию не могу запомнить, как она пишется. Крашенинников все-таки. Короче, что я буду писать, когда можно скопировать? Так, покровитель, я правило ввел, может один раз за весь трай воскресить своего подопечного. Ну, если, конечно, покровитель был на стриме в этот момент гибели. Ну, как бы это правило у нас уже было, но там не раз был за трай. Там раз за стрим или 2 раза за стрим прям. За серию. Так что, ладно. Готовим, готовим, готовим. Подожди, а я что, второй раз готовлю, что ли? Нет. Да, 2 раза приготовили, но ничего страшного, зато захилились. Может быть, куда-то там отбежали еще наши вороги. Так, сейчас просто пробежимся. Еда включена. 1, 2, 3, 4, 5. 5 типов еды. Вот игра умная, она сама переключила крафт на другой. Мы гороховый суп вроде крафтили, да, а потом переключилась на мясо. Все замечательно. Так, так, так. Эльф Д'Артаньян, но покровитель-то я. Муа, Сибас. Я вообще хотел 2 покровителей сделать. И Сибаса, и Александра, а потом смотрю, они разные имена же ему написали. Думаю, ну тогда не получится сразу 2. Блин, зараза, где там вот кабаны? Ну, вроде нету. Крадусь потихоньку тут. Боюсь любого шороха.
Ребенок у нас апнется на 42-м ходу, у нас сейчас 36-й. И вот тогда уже, наверное, перестанем всего бояться. Правда, тогда уже мир изменится и будет более сильный такой. И опасный. Так, зарядил, да? Нет, не зарядил. Мы регенерацию уже эльфом имеем. Это хорошо. Сейчас, может, очки передвижения еще получим. Он просто не видит эти сообщения. Что-то я просмотрел. Сергей, привет, привет. Тебе тоже добра. Ты легкая. Ты вообще кошмар какая легкая. Да не Вася это. 2 раза тебе написал, что забыл пароль. Раньше ты меня знал как Вячеслава. Ну, Вася, Вячеслав, все же на В, какая разница? Ну ладно, Вячеслав. Ну блин, переименуй, пока аккаунт в твоих руках, на свой, и все, и нормально. И я не буду путать. Написано Вася, читаю Вася. Что ты начал-то? Как я могу по-другому? Механика проклинателей будет? Что за механика проклинателей? Играя в Т, у меня пульт одновременно красив и притягателен. Это вообще законно? Не знаю. Я про механику проклинателей не понял. Ну, я хотел как бы сделать, но откуда ты о ней можешь знать? Я хотел, чтобы зрители могли проклинать или наоборот благословлять того или иного героя, или там какое-нибудь бедствие насылать на мир Теи, там, допустим. Не знаю, напасть на какое-нибудь гнездо, которое выше тебя там по уровню, где ты точно сольешься. Вот что-нибудь типа того, ну, грубо говоря. Или там заблокировать слот под оружием. То есть берем и оружие из руки выбиваем у персонажа. А другой напишет, допустим, разблокировать. Но я что-то так подумал, это какая-то шляпа такая. Мы замучаемся с этим играть. А, покровители есть. Ты от противного? Проклинатели? Ну, ты видишь, у тебя мысли, как у меня прям. А, поэтому первым сообщением написал, как на стрим зашел. Ну, видишь, у меня память как у рыбки. Я посмотрел и все забыл. А ты про что там написал? Я шучу. Могли в боях играть за тупой И. Да, кстати, котик, но нельзя желать того, что невозможно достичь, потому что депрессия у тебя будет, разыграется, как ты сегодня ночью спать будешь. Так что лучше желать чего-то достижимого. Пойдем, наверное, сгоняем до отряда. ХПшки у нас вроде все нормально. До отряда этого самого богатого торговца или кто там. Помните, которого мы, старика богатого, вытащили из ямы, где там на нас змея напала, потом медведь, потом мы вот этого богатого мужика вытащили. Он перстнем крутнул, посмотрел на луну или там что-то поднял руку в сторону что-то полной луны, ну что-то у меня воображение, конечно, разыгралось, и исчез. Ничего нам не заплатил за то, что мы его спасли. Так вот, у нас новое, а точнее продолжение этого квеста есть. И, кстати, хочу всем сказать, я тайм-коды расставил на предыдущий стрим. И на этот тоже сделаю. Тайм-коды не как раньше на бои, а тайм-коды на квесты. Вот именно на начало квеста каждого. И описание, какой квест. Коротко. Очень полезная штука, по крайней мере для меня. Я очень часто хочу на какой-нибудь квест попасть, когда пересматриваю свои стримы. Или чужие, допустим. И хрен бы там попал. Приходится вот глазами все это смотреть или полностью стрим просматривать. А теперь просто можно по тайм-коду нажать и переместиться. И сразу посмотреть. Начать смотреть начало квеста. Так. Ну, мы тут первое по-любому выберем. Вы сталкиваетесь с караваном богатых торговцев. Они
подходят и просят поговорить. Но вы узнаете одного из них как человека, которого вы спасли из дыры, который даже не сказал спасибо. Вот, кстати, тут уже перевели как дыра. Он нам говорил, что я попал в пещеру. Где-то еще было написано, что мы вытащили его из ямы. То есть яма, дыра, пещера, все одно и то же. Не знаю, как... Ну, внимательнее, наверное, все-таки надо быть к этому. Я думаю, если локализаторы были бы официальные, они бы, конечно, это дело все сделали правильнее. Так, поговорить с торговцами все равно, посмотреть, что скажет этот человек. Человек, которого вы спасли, даже не говорит с вами. Он прячется за спинами остальных, стараясь скрыться от вашего взгляда. Их предводители подходят к вам. Путешественники, раз встречи. Боюсь, сейчас мы не можем предложить тебе большой выбор товаров, потому как раз сейчас направляемся за ними. Но кое-что в наших закромах все-таки найдется, если, конечно, ты хочешь поторговать. Оба варианта третьи. Ну, я тут не справлюсь, у меня в желтом вообще режиме. Никто не заточен под желтый режим, никаким макаром. А он еще и не теневой, то есть мы еще и по щам, если получим, то отлетим. У эльфа 10 урона, ну для третьего уровня это, конечно, мало. 10 урона, 18 хп. Хоть и 16 брони, нам это никак не поможет. Так что не будем мы в этот раз ничего рассказывать про яму. Хрен на него. Ну, торговля здесь, конечно, грустная. Но, может быть, потом? Может, они сейчас не исчезнут? Я не знаю. Может, потом их еще встретим. Что-то я не пойму, торговля, по-моему, хорошая, да? По ценнику что-то все вроде хорошее такое. Ладно, мяско купим. Торговля была удачная, 3,8 опыта получили. 3,8. Нет, исчезают они. В общем, квест провален. Ну ладно. Косяков полно орфографических. Так, понятно. Посадить его обратно в яму. Вот еще один человек хочет. Задушим бедного Саню. Кэтбейн. Я вообще, я знаю, что меня тут все любят. Лишь бы задушить. У тебя в файле трансформация ошибка. В варианте со стригой написано без сброса уровня. Но избранный трансформируется с 22 на 1 уровень. Это хорошо, что ты мне написал. Давай я это дело после стрима проверю. Я сейчас запишу твое сообщение. Трансформация, да? Трансформация в стригу. До 1 уровня. Это же замечательно, если это на самом деле так. Я-то смотрел, видишь, ты думаешь, что я там все трансформировал, что ли, все проверял руками? Я это все в файлах игры смотрел, и там по кодировке, ну, может быть, глазами прошляпил, может, ошибся, кстати, может быть. Со мной это вполне может быть. Так, идем сюда, у нас хп все есть, даже мяско появилось. Но что-то опыта вообще сейчас никак. В тумане вы обнаружите древние руины, скрытые в зарослях кустарника. Итак, ребята, выбираем 1 или 2, пишем в чат. У нас есть сфера гармонии, в принципе. Ну и убежать мы можем, но насколько что получим, я не помню. Так что, как напишет большинство, так и сделаем. Так, вы исследуете старые руины, пока вас не накрывает темный, мрачный туман, страшное эхо дней тьмы. Первое, это мы призываем сферу света или гармонии, чтобы защититься от этой темной силы. То есть мы стоим, а нас защищает наш бог. Второе, просто убегаем.
То есть на Бога надейся, а ноги в руки. Так, большинство пишет единичкой. Выбираем тогда сферу гармонии. Получаем проклятие. К сожалению, божественная сфера лишь послужила маяком для привлечения черного тумана. Ах вы, советчики, блин. Вы зажаты в его темных объятиях страха и безумия, которые терзают вашу душу. Ладно, тут, наверное, желтое. Нам не особо оно такое опасно. Единственное, что крафтить будет сложно. Надеюсь, мы как-нибудь его снимем. Опыт получили. Панели пропал. Влияет ли размер карты на кучность картинок? Насчет кучности картинок я не совсем понял, что ты имеешь в виду. Совет — худший метод манипуляции. Кэтбейн как-то пустое сообщение смог отправить. Так, кучность ресурсов. Вот чего кучность? Пусть Марлен напишет, мы скажем. Если не я, так ребята подскажут. Так, а я, наверное, дальше занимаюсь. Нашими ребятами. Так, бойцами. Так, хорошо. Да, смайлики я некоторые не вижу. Из-за блокировки частичной серверов Гугла, которую Роскомнадзор сделал. Точнее, ТТК, именно Транстелеком сделал, потому что на МТСе, вот у меня на МТСе еще есть, ну как, интернет через телефон, да, который раздаю. Там все смайлики, все вот это вот, иконки, все видно на Ютубе. А вот дома через ТТК это вообще ничего не видать. Это, конечно, плохо. Так. Так. Вспоминаем, где у нас здесь еще что мы оставили, чтобы завалить, залутать. Здесь 5-й теневой фиолетовый испытание. Сюда мы не пойдем. Где мы еще что открывали, я не помню. А, вот сюда давайте еще сходим. Тут я не помню, правда, что, но надеюсь, жить будем. Вот, кстати, открыли еще руины. Опа, физическая сила 4-й красный. Теневой. Ну, мы используем. Сейчас это я даже спрашивать не буду. Вы обнаружили полностью разграбленные развалины давным-давно оставленного поселения. Вы хотели уже уйти, но внезапно наткнулись на скрытый вход. Подземелье, закрытый огромной каменной плитой. Теневое испытание, я думаю, ничего страшного в нем нету. Если там пальцы нам отдавят, то хрен с ними, с пальцами. Сначала 3 раза паука ставим. Слушай, что-то у них прям вообще не нравится мне, сколько хп. Так, ребенка. Мы, наверное, так и сделаем. Так, сейчас...
Сюда, наверное, придется вставать все равно. Ребенком как-то вот отсюда сбоку закрываться. Но я так чую, мы не побеждаем, потому что здесь этот в размен уходит. 2 урона. Мало куда попадет. И поздно. Ну, может быть, победим, что-то сомневаюсь. Там еще прицельный, блин, 7. Плохо расплодился противник. Всего 1 карту раздвоил, это очень мало для победы. Сейчас вон та 7 прилетит. Ну хотя, что нам с нее? Да, мы урона вообще не нанесли толком. Ну, посмотрим, сколько хп снимется за теневое. Лишь бы не проклятие. Вообще ничего не сняли. Все ваши усилия были напрасные, старая каменная плита не сдвинулась. Ну, ничего страшного. Хитрый валун оказался на пути. Да, компьютер в этот раз сыграл хорошо. Собирать что будем? Что будем собирать? Давайте, наверное, в сторону руин все-таки пойдем. Дерево тоже не лишнее. Крафтить не хватит нам 30. Тут за компанию пусть сидит. Печально. Печально, опыт не капает. Так, ладно. Сейчас мы еще вот сюда в квестовую фигню зайдем. Что это такое, кстати? Не знаю. Что-то я уже забыл. О, проклятие сняли. 1 тип проклятия, желтый. Так, 30 единиц ресурсов. Накормим едой старую каргу, пусть снимет с нас ментальное проклятие. Едой и деревом. Так, дерево мы еще 6 назад вернули, хорошо. Нифига, это 6 считается... Уже потратили, короче. Нифига мы не вернули. Интересно. О, что там с бонусами? Плюс 0,1 experience. А я вот что-то вот этого не помню, чтобы раньше такой бонус был. Это, видимо, какой-то мод работает. Что-то не помню, что тут было. Но не помню, чтобы опыт давали вообще. Чекаем. Итак, выбираем 1, 2 или 3. В чатик, что выберете, то и будет. А я пока почитаю. В тумане вы обнаруживаете древние руины, скрытые в зарослях кустарника. Пока вы обыскиваете старые развалины в поисках добычи, вы понимаете, что кроме вас тут уже кто-то есть. Другая группа вас пока не видит, но в любой момент может заметить. Атаковать с наскока, исследовать сначала или уйти. Котик пишет 1, Себас пишет 1, Никин пишет 1 и Марлен только пишет 2. Ну, я думаю, тут... Да, еще и Спирт написал 1. Единица в фаворе, в общем, в фаворе. Ну, короче. Пробуем. Тут Петр и Миныанка. В общем, Анка.
У Петра в красном вообще нечем бить. Что там, 5 урона? 4, наверное, урона, да? 4 урона. У Анки есть хреновая булава одноручная. И щит. Булава на 8 бьет. Слушай, а что-то они вообще для 3-го уровня не похожи они на 3-й уровень никак. Даже автоматом их можно убить. Ну давайте посмотрим на них хоть поближе. Вот она, девушка. Кстати, что там у меня трансляцию-то нормально видно? Я теперь это подгоняюсь постоянно. Да, вроде все нормально. Фуф. Так, я стрим вчерашний, когда пересматривал, я просто плакал, как я с этим обрезанным экраном сколько времени играл. И чатик игнорировал. Просто жесть. Я теперь в чатик поглядываю одним глазом, другим глазом... Короче, одним глазом в один монитор, другим глазом в другой монитор. Это травмоопасно, я вам скажу. Крайне травмоопасно. Саня, все, огонь, не нервничай. Фух, спасибо. Я, извините, вот длинные я не читаю уже сообщения, потому что я не успею их тупо обмозговать. А вот те короткие, которые вы пишете, я их читаю 100%. Или если я какой-нибудь... Ко мне обращение будет, я тоже в чатике вижу желтое выделенное. И тоже обязательно его прочитаю. А пока так. Танканем с этой стороны встанем. Тут как раз 8-8, это 16 щитов. Я думаю, тут нас не сильно покалечит паука. Снимут, конечно, единичку. Но на этом их полномочия все. Единичку хп у паука отняли. Вот тебе и 3-й красный. Ну, это люди. Люди, это вы в курсе, да? Это вообще самая отстойная раса в игре. Даже гоблины и те круче. Вы разбили врага в результате решительной атаки. Но вы не заметили, как маленькая группа бандитов сбежала с награбленным. Все же вы можете продолжить поиски. Доспех нашли. 143 килограмма. На паучка хрен нацепишь. На эльфенка пока тоже не нацепишь. Так, ребят, выбираем 1, 2, 3. 1, 2, 3 в чатик пишем. Что-то я не заметил, что тут выбирать. Поздно говорю уже. Ну ладно, пока вы выбираете, я почитаю чатик. Серафим хочет похвастаться в рамках автопа. Играет сейчас в Spellforce и получил возможность нанимать в башне медуз. Ух ты, нифига себе. Саня, расскажи попутно, как ты, а то давно не слышались. Вообще кошмар, я же не просто так, меня не слышно было. У меня то с родителями проблемы, то со своим здоровьем проблемы, то, короче, одно, то другое, то третье, и все вот так вот вместе, и друг за другом, Короче, вообще никак не до стримов было, так что сорян, что не появлялся. Так, ну я вижу двоечка максимальная. Вот что-то вы так уверенно двоечку прям все пишут. Как будто есть какая-то разница. Я вот вообще не понимаю, какая здесь разница есть. Ну ладно, давайте... А, вот троечку еще Кирилл написал. Ну, за двойку большинство. Опа-на, нифига себе. Шесть человек за двоечку, а лоту дали всего 4. Кому-то не досталось. Слушай, а броня-то нормальная, 8. У нас 7, по-моему, на ребенке сейчас. Да мы сейчас еще и приоденемся. Считай, сходили в бутик. Так, 7,6. Тут 8,8. Но она, правда, тяжелая. Чуть тяжелее. Так. Эту палку сразу ломаем. Эти тоже 2 сломаем.
2 шмотки. Что-то мне кажется, деревянный доспех тоже ломать придется. Мы бы его никуда не донесли. Так, теперь идем вот в это квестовое место. Что за место, я не знаю. Какая-то деревушка здесь. Что ее вообще активировало, непонятно. Опа! Когда вы собираетесь... Выбираем 1 или 3. 4-ю я пока не... 4 красных я пока что-то не хочу пробовать убивать. 1 или 3, ребят, в чатик пишем. На нас тут, походу, гоблины напали. Нет, вроде не напали. Когда вы собираетесь разбить лагерь, подходит группа путешественников гоблинов, просящих убежище. Они от нас, у нас просят убежище даже, наоборот. 1, 1, 1, 1, 1. Так, Санек, выздоравливай, а то голос у тебя как у мученика со спицей в причинном месте. У меня голос плохой и плохо. Да, голос у меня что-то... Ну, голос-то это у меня так, от гриппа или от чего там. Голос-то это фигня. Грипп это вообще самое плевое, что только может быть. Единичка, большинство. Прям гармонию все хотят. С ними укуривался в хлам спирт. Без гоблина один такой себе. Гоблина расхитителя амбаров. Так, выбираем первое. Гармония. У богини есть сфера гармонии. Путь гармонии велит помогать стражущим, гостеприимно принять их и поделиться едой. Своровали, убежали, но я так и знал. А нет. Гоблины сидят у огня и делятся с вами историями. Они раздают странную травку. Видимо, спирт про нее говорил. И вскоре вы видите духов, о которых они говорят. Есть шанс, что духи поделятся с вами мудростью. Плюс 2 судьбы нашему эльфенку перепало. Окей, записал это дело. Опыта не так уж много. Еду обменяли, в общем, на бафы желтые. 4 хода. Кстати, 3-го уровня баф, 3-го тира. 4 хода, неплохо. Судьбу апнули, она нам поднимает удачу. Хорошо, так на 0,4. Энергию на 0,5. Единичка поднимает на 0,4. То есть на 0,8 мы удачу получили ребенком. И на единичку хп фиолетовое подняли максимальное. Тоже хорошо. Дармак, еще момент. Гибрид воицна и орка может быть заменой орку. Я вообще не понял твое сообщение. Гибрид воина и орка может быть заменой орку. Как? Что за гибрид воина и орка? Какому орку? Как может... Я не понял. Я вот не понял. Так. Че, нападаем? Мы ж фуловые? Ну, почти. О, кстати, паучок у нас левелап получит, поэтому пока не нападаем. Вот сюда встанем. К светоносным там дальше пойдем. Здесь посидим, левелап получим. Потом нападем. Что-то готовить можем. Нет, не можем, показалось. Что у нас есть? Ничего у нас такого нету, чтобы крафтить еду. Ну ладно, будем добывать дерево. А то мы бабе Яге все отдали, у нас сейчас мало дерева. 13 поленьев. Фрукты жрем зачем-то. Человек, рожденный от орка, имеет его перк... А, ты это имеешь в виду? Просто гибрид воина, говоришь. И орка. Человека и орка. Имеет перк на бонус к силе. Ну а скиллы какие он имеет? Там же у орков скиллы важные.
И опять же, о каких мы орках говорим? Об обычных? Или тех, которые чуть-чуть голубее? Опа, сила стаи 3-го уровня уже усиливает, не только скорость повышает, но еще и силу. Так, а вот ядовитый плевок нам не нужен. Он тоже для красного режима, от совершенно другой характеристики, от внимательности, которую мы не качали. Зачем нам еще один такой? Не зачем. Силу стаи, конечно, берем. Надеюсь, она поможет. Итак, ребят, у нас здесь квестовая история. Мы сейчас пропустим историю, я не буду тут ничего читать. И здесь выберем... Блин, придется второй желтый. Не знаю, получится у нас или нет во втором желтом. Баф вроде желтый есть. Что-нибудь как-нибудь досправимся, поди. О, получилось. Славяне плюс 4. Хорошо, 4 из 4. Так, Дармак, такой ребенок, который растился зимой, может иметь 30 силы и с 1-го уровня. Зачем ему скиллы, когда есть двуручный топор? Кстати, да, тоже логично. Ну, двуручный топор в теневых испытаниях, видишь, не работает. А скиллы во всех испытаниях работают. Вот в чем преимущество скиллов. Но нет, по-моему... Ну, ладно, не нет. Мало скиллов есть. Ну, хрен ты их найдешь, на самом деле. Там скиллы шамана, например. Которые лучше топовой экипировки. То есть, есть оружие, книжки, допустим, которые ты можешь скрафтить. Они будут намного лучше твоего скилла работать. Потому что скилл еще до 5-го уровня докачать надо, а книжки до 5-го уровня докачать как бы не такая уж большая проблема. Ну, если там не говорить о легендарных книжках. Но там в книжках обычно не по одному скиллу получается сразу. Ой, хотя что я говорю, я уже ничего не помню. Так, наугад что-то говорю. Подожди, а ну и что дальше-то? А, мы сейчас этого что-то там... Это светоносных было, да? Нет. А, вот она. Это Теодор у нас до сих пор идет? Да ладно. Жители деревни рассказали вам, как найти Збигнева, павшего богоизбранного, но все, что они сказали, это идти по этому пути. Так что вы должны искать его поблизости. Просто поблизости искать. Ну, на самом деле не искать, не надо его, он сам к нам придет. Так, к светоносным заходим, заглянем, посмотрим. Избранный эльфенок скоро апнется. Точнее, Д'Артаньян. Если качать эльфа в эльфийских землях, за руины сыпят судьбу. Книжка на цепнуху и все. Да. Все верно ты пишешь. Я вообще люблю на халяву вот эти вот в эльфийских землях характеристики качать. Ну, как бы это тоже абуз какой-то получается, что ли. Кмух приводит вас к старой соломенной. Напомню, Кмух это тот, кто нам в рожу плюнул. Типа моя исцеляющая слюна вас вылечит, да? Но нас ничего не вылечило, потому что мы и так фуловые были. В общем, он плюнул нам просто так в рожу. Целебная слюна была или нет, мы не знаем. Ну, будем надеяться, что целебная, а не оскорбление. Потом сказал принести его к старухе, которая живет в странном доме. Вот мы его принесли. Старая соломенная избушка на курьих ножках, вокруг которой клубится туман и витает запах готового печенья и жженого сахара. Избушка выглядит не очень-то дружелюбно. Подойти с осторожностью. Вы направляетесь прямиком к дому, но через несколько минут понимаете, что не приблизились к нему ни на шаг. Старушечий голос обращается к вам. «Чё ты здесь ищешь, чужак? Чё ты здесь вынюхиваешь, папарацци?»
Ответить, что жаба попросил принести его сюда, потому что все его друзья сгинули. Да, они все сгинули, все. А почему? Что она знает об этом? Как грустно. Так как насчет награды за жабу? Награду за жабу давай. Награда вряд ли. Зачем мне платить за вонючую жабу? Но оставь его здесь, если хочешь. В последнее время стало одиноко. Я вижу, ты не отличаешься терпением, так что постараюсь говорить покороче. Земля разверзлась, появился свет, ослепляющий свет. Хочешь узнать больше? Я не хочу оставлять у нее жабу. Я хочу ее с собой забрать. Нафига мне вариант узнать больше? После этого все демоны и обитатели болот либо погибли, либо ушли. Жаба свидетель, но он глуп в этой форме, так что если ты желаешь узнать больше, сначала нужно снять проклятие. Ну, мы не снимем нифига третий фиолетовый. Отказаться, сказать ей, что вам пора уходить. Никаких угроз, никаких переговоров, просто давай сюда жабу, странный народ пошел. Вот, возьми за свои труды и проваливай. Все-таки она нас наградила. 46 веса. Так, если мы броньку снимем, то сможем одеть... Взять в руки малахитовый свиток, который позволит нам читать колыбельную в красном режиме. Ну и во всех режимах. И чуть-чуть драться в фиолетовом и желтом. Кстати, у нас левелап. Вот хорошо это или все-таки лучше использовать броню? Даже не знаю. Нафиг нам, наверное, колыбельная? Нет, я лучше танковать буду. Танковать часто помогает, а вот колыбельные даже не знаю. Да, тем более один раз я ее только смогу кастануть на одну карточку вражескую. Так, еще один ход, а тут кабаны, которые нас немножечко потрепали в прошлый раз. Я, конечно, могу в сторону уйти, но между нами всего 2 клетки. И они по-любому меня сейчас должны догнать. Должны, в принципе, видеть. Сейчас посмотрим, может быть, не видит. Может быть, у них радиус обзора всего 2. Так, пока мы сидим, что мы будем делать? Цветов у нас хоть и много, но ингредиентов других-то нету. Цветы основным ингредиентом быть не могут. Добывать тоже нечего. Крафтить на сбор что-то. Что-то такое простенькое, да? Расколдуй. 3 хода до взросления. 42-й ход у нас. 2 хода, да. 2 хода. Так, я вот думаю, крафтить мы будем или... Нет, мы ничего не будем крафтить, будем все покупать, потому что вот мы слишком много времени потратим на то, что сидеть. Проще славянскую деревню найти, кстати, надо валить, искать уже где-нибудь эту деревню в стороне. Че я тут вообще засиделся? Все, я все квесты здесь сделал, все снес, что хотел. Все, ищем, идем в темные уголки этого острова, которые мы еще не обсмотрели. Возможно, там славяне обитают. Может и нет. Мы идем человеческой ведьмой, гоблином проходить мир духов, и у нас персонаж с максимальным мистицизмом. Немножко не понял. Эльфенок, 2 интеллекта, 1 смекалка, 1 мудрость. Два интеллекта, 1 смекалка, 1 мудрость. Слушайте, мне кажется, в этом патче починили. Пофиксили вот этот абуз. Если пофиксили, то я только за. Два интеллекта выбираем, потому что там остальное тоже
такая же фигня, как интеллект. Не особо надо. Так, зайдем сюда. Тут либо 2, либо 3, либо 4. Что выбираем? 2, 3 или 4, ребят, в чатик. Ну, один я точно не буду. Что-то боюсь. Пока боюсь. Чуть позже будем нападать, когда эльфенок вырастет, тут скоро уже, через 2 хода, через 1 ход. Вы обнаружили руины древнего человеческого кладбища, на котором явно хоронили по обычаю. Есть надгробия с выцветшими надписями, даже несколько больших каменных склепов. Несмотря на первое впечатление, кажется, это старый могильник гномов. Необычная находка. Вы замечаете группу крепких грабителей могил, которые попали сюда раньше вас. Мы уже как-то выбирали с вами третий вариант. Так, котик третий, кот Тимофей. Оба котика третий пишут. Вася, который не Вася, а Вячеслав. Вася, который Слава, пишет третий. Марлен третий, один Спирт, говорит, второй, Вармастер третий. Все за третий, давайте третий. И Никин тоже третий. Один Себас вот тоже за первый. Себас за первый и Спирт. Что-то они знают. А, Себас, какой нафиг первый? Я же сказал, первый не выбираем. Расхитители могил разрушают большую часть кладбища. Да, мы сейчас первые будем жать. Затем внезапно хватают свои вещи, поспешно убегают. Мы уже пробовали это. Вы выполняете соответствующие ритуалы и заново освещаете эту землю. Духи все еще гневаются, но не на вас. В общем, то же самое выпало, что и было. Нам очень повезло. Снова получили этот долбанный гранит. Но тут очень много опыта за этот квест получается. Зимой мы 12 получили, вот сейчас летом 6. Ну, для лета это, в принципе, очень даже хорошо. Больше экшена, понятно. А, во втором желтое испытание. Ну, хорошо, что мы не выбрали. Так, я сейчас посмотрю, где мы... А, мы, слушай, вот тут еще не были. Я сейчас не рентгению, вы не подумайте. Я просто смотрю, где темные эти территории. Вот здесь тоже темные территории. Судя по торчащим лесам. Так... Вот здесь непонятно, тут, наверное, ничего мы не пропустили. Ну, либо назад чуть-чуть вернуться. Да, давайте, наверное, назад вернемся. Правда, там, блин, дорога такая, еще кабаны бегают. Мы вообще до тут добежим. Что-то тут я подозреваю, нифига мы... Мало тут... Не пойду я туда. Все, сюда идем, там больше территории для исследования. О, а что у нас с перегрузом? Непорядок, сейчас будем ломать. Еще что-то надо сломать. Я вот думаю, молот сломать. Хотя вот он с атакой. С нормальной атакой. Или кварцевую реликвию эльфенку дадим. Если кварцевую реликвию, то в принципе интеллект у него есть и щиты у него есть. То есть пассивный бонус будет работать вот эти 112%. А силы у эльфа вряд ли там будет вообще, если, конечно, у нас все получится с эльфом. И, короче, планирую, наверное, все-таки молот сломать. Хоть он стоит дорого. Все, побежали. Так, сюда куда-то надо бежать. Опять ничего не нашли. Готовить нечего, добывать нечего. Килимся. А то тут ветер опять чертов. Так, появилась у нас эволюция пошла. Эльфийский ребенок эволюционирует. Ну что тут написали?
Вот собиратель или ремесленник. У нас больше ничего нету, выбора никакого. Ну, значит, что, собиратель, конечно. Красивый и притягательный стал. Хорошо. Ладно, читать, наверное, не буду. Тут вроде как... Или для лора интересно будет прочитать? Ну, я думаю, нет. Испытание проходит успешно, и эльфийский ребенок вступает в юношество под вашим бдительным взором. У него 1% был умереть, так что не особо так опасно это все дело было. Ну, каким он стал красавцем. Ух ты ж какой, прям вот весь в листочках фиговых облеплен. Так, ну держи, прям как планировали. Отдаем. 5 урона будет ловушка наносить. Ну, вряд ли кому-то успеет хоть что-то нанести, какой-то урон. Главное, бонус на броню плюс 2 брони, блин, дает. Щит, конечно, лучше бы было, чем эта реликвия. 33 урона в желтом, 30 урона в фиолетовом режиме. Т-сплэшем. Тоже неплохо, с другой стороны, да? Личный скилл. Глаз предков. Вот он судьбой бьет. Только в желтом и фиолетовом режиме. По нескольким целям. Плюс он бьет с двойным уроном, если на противнике есть щиты. То есть судьба здесь. Я что-то думал про проницательности. Вот видишь, подзабыл уже. Хорошо. Судьба у нас 18. Ну, неплохой, в принципе. Прям по характеристикам все вообще замечательно. Теперь посмотрите на паучка и посмейтесь. Так. Дар, ты на ХП глянь. Этим милым личиком можно долго танковать. Да. Совершенно верно. Вот, ты смотри, какой он стал. По-моему, это девушка. Или нет? Не знаю. Ну, в общем, это Д'Артаньян. Ну, это мы исследуем. Когда вы... здесь выбираем 1, 2, 3 или 4 в чатик. Я не знаю, чего вы выберете, конечно. Я бы тут, наверное... Ну ладно, не буду говорить, что я выберу, а то еще повлияет на чатик. Когда вы пересекаете равнину, вы слышите визг из кустарника неподалеку. Исследуем. Вы подходите ближе и видите маленькое пушистое создание с желтыми глазками и острыми зубками. Его тельце изранено, и он пойман в ловушку орков. Первое. Определяем, что это за существо. Второе. Помогаем малышу выбраться. Третье. Оставим его. Орки установили ловушку, и они точно не обрадуются, если вы вмешаетесь. Четвертое. Убить, чтобы не мучилось. В любом случае, рана выглядит очень плохо. Циник, как всегда, шутит. Дармак, я уже писал, что эльф со старта это имба, хуже всяких читов. Ты видел, как мы долго, блин, до этой имбы шли? Нас убить могли много-много-много раз. Так, единичку я вижу, 4 человека написала. Двойку 3 человека. Тройку 1 и четверку 2. Так, что, единичку выбираем. Определяем, что это за существо тогда. Это, скорее всего, домовой. Иногда он... Так, выбираем, ребят, 1, 2, 3. Сейчас. Снова выбираем. Так, вижу... Маргот единичку уже написал. И Марлен единичку уже написал. Так, это, скорее всего, домовой. Иногда он доставляет сообщения от богов. Оставлять его в беде может быть не очень хорошим решением. Хоть по природе он и добр, но когда ему грозит опасность, его натура может меняться.
Так. Все единицу, кроме 3 троечек. Да? Получается. Показания свидетелей противоречат. Короче, все единицу. Помочь ему лучше выбраться. Все помогаем. Вы освобождаете его из ловушки, но его раны явно заражены каким-то скверным ядом. Токсичная зеленая субстанция быстро распространяется. Существо уже даже боится... Фу, блин, больше не кричит. Это может быть заразно. Желтое теневое испытание. Сделать все возможное, чтобы спасти. Конечно, сделаем. Это тут вообще без вопросов. Мы желтое третье сейчас сделаем, потому что эльф у нас имба. Вам удалось нейтрализовать яд. Вот даже котик с Кириллом написали единички. Тоже уверены были в нашей победе. Вам удалось нейтрализовать яд и перевязать раны. И существо ожило буквально через пару минут. Черт, пронесло. Спасибо, мои дорогие. Премного благодарен. Теперь по традиции я должен предложить тебе свои услуги в качестве домового. Потому что я есть домовой, но, увы, у меня есть дела. Как бы там ни было, долг есть долг, поэтому вот, я укажу вам местоположение одного логова, где вас ожидает награда. Теперь прощайте, друзья. Сказав это, домовой испарился. Пока-пока. Машем ему кортиком. На прощание. Котик успокаивает всех. А мы тут кладбище нашли. Блин, не добежал маленько. О, зато здесь что-нибудь полутаем. 16 дерева, 33 травы. Так, он добудет только одно дерево, да? По-моему. Сейчас, короче, так, попробуем, посмотрим, сколько трав добудем. Вот у нас сейчас 33 травы. Будет 39, по идее, да? Ой, да, 39 должно быть, если один пак добывается, один стек. Так. 39. Что там у нас? Нет, пока еще не добылось ничего. Мы выследили Збигнева, избранного еретика, который разозлил своих богов. Он замечает вас и говорит: о, гляньте-ка, новый избранный пришел, чтобы наказать меня. Признай, что это один из лучших вариантов. Ты честен, это хорошо, однако позволь мне сказать тебе кое-что. Ваши ничтожные боги могут выкусить. С меня достаточно. Что ты такого сделал? Так, вот 3 варианта, которые мы сейчас будем выбирать. Согласно моим гайдам. Сам я ничего не помню, поэтому сейчас вместе с вами будем разбираться. Квесты, максимальный эффект, божественный квест, ворон. Вот здесь ворон, Збигнев, это вот одно и то же. Надо, блин, наверное, написать еще, что Збигнев тут. Так. Природа. Чтобы получить максимум красному ХП, плюс 5, нам надо утешить Збигнева, а потом наблюдать за вороном. Вот, давайте пробовать утешать. Утешать. Вот, сказать, что вы можете утешить его сломленную душу. Падает на колени, клянется, что станет лучше. Отправляется обратно в деревню. Перед вами возникает Теодор. Магия и гармония. Призвали свет богов осветить эту жалкую душу. Отлично сработано. Это, безусловно, лучший способ показать силу богов. Причем тут магия и гармония, кстати, если мы от природы сыграли. Кивнуть, спросить, не было ли все это проверкой для вас. Именно было проверкой. Пока только опыт. Еще надо с вороном будет поговорить.
Д'Артаньян. Так, 2 восприятия, 1 судьба, 1 смекалка. Вообще замечательно. Ничего не работает. Так, ну что у нас тут, судьбу выбирать, что ли? Под эльфийский скилл. Мы его заточим под желтый и фиолетовый режим. Я думаю, да. Экран съехал. Ребята, сорян. Все, вернул. Это я вот когда переключаюсь на браузер, то я обрезаю браузер, чтобы не было лишнего видно там низа, верха, чтобы крупнее план был. Наверное, уберу эту обрезку. Кстати, мастер-собиратель стал, да? Вот этого-то не было. Это было. И это было. А вот этого точно не было. Это новый скилл. Новый навык. Я, в общем, что-то думаю, давайте, наверное, судьбу. Хоть ее мало. Блин, восприятие тоже хочется. А, так это для желтого только режим, это тактический маневр. Да нахрен он сдался тогда вообще. Конечно, будем фиолетовую качать судьбу. Я еще думаю, блин, тут сижу. Так. Восприятие. Какие судьбы? Судьбы нахватаешь в землях эльфов. Думаешь? Думаешь, я доживу до земель эльфов? Судьбу он получит кучу в эльфийских землях. Ну, что-то я не знаю. Я думаю, восприятие-то нам зачем вообще? Я к той куче еще чуть-чуть кучку маленькую подвину. Зачем нам восприятие? Не надо нам восприятие. Так, мы сейчас обратно в деревню бежим. Вы обнаружили руины древнего человеческого кладбища, на котором хоронили по обычаю. Итак, мы тут используем, конечно же, природу. И теперь атакуем. Когда вы входите в могильники, вы чувствуете движение земли, замечаете, как из земли появляются костлявые руки. Ожившая мерзость издевается над законами природы, вы должны попытаться облегчить их вечные страдания. А, кстати, 5-й теневой, может быть, получится сделать через эльфа-то. Вот этим перком. Тут 14 урона всего. Что-то, наверное, не получится. Сомневаюсь. Третий красный точно убьем. О, оживший труп, да 2 сломанных скелета, там убивать-то некого. О, фиолетовый даже, да ладно. Кости обрели вечный покой. Короткое сообщение. Копье крови получили. 4,5 опыта. Кстати, хорошо опыта дали. Копье крови для режимов красных. 10 урона эльф будет наносить. Ну, плюс превентивка 8. Даже не знаю. Короче, когда будет щит, тогда, наверное, возьмем. Пока что... Пусть просто танчит. Или дать ему оружие? Нет, дам все-таки я ему оружие. Иногда вот этот превентивный удар, тут он целых 8, может решить перевернуть исход игры. Дармак судьбу он получит кучу. Так, это я читал. Зря котик пишет. У эльфа есть от восприятия и на красный, и фиолетовый. Где? У нашего эльфа ничего нету. Ну, может быть, в будущем появится перк. Может быть, появится. Но, слушай,
Если на это может быть рассчитывать, то мы никогда ничего не найдем. А где тут была деревня-то? А, вот она. Светится. Так, руины. Ну, тут я, наверное, сам решу, да? Мы, наверное, третий используем. Или что, чатик попросить? Не, давайте чатик, потому что я не знаю, какие бонусы тут будут. Вдруг вы лучше знаете, помните. Давайте, наверное, 1 или 2. Что будем использовать? Так, вы обнаружили полностью разграбленные развалины давным-давно оставленного поселения. Вы хотели уже уйти, но внезапно наткнулись на скрытый вход в подземелье, закрытый огромной каменной плитой. Мы пробовали, да, уже плиту убрать, и мы не смогли в прошлый раз. Но тогда даже... Тогда всего один вариант какой-то был, если я не ошибаюсь. Сейчас у целых 2. Большинство я вижу за единичку. Дадут ремесло эльфу. Вася говорит, все-таки за единичку ремесло дадут, да? Так а нам нужно ремесло разве эльфу? Ну ладно, давайте брать, раз уж большинство проголосовало. А, ну да, или не эльфу, тоже логично как бы. Вы находите способ открыть каменную плиту, используя свой интеллект, а не грубую силу. Кстати, выбирайте 1 или 2, потому что сейчас снова у нас новый выбор. Обыскать комнату или уходим, не обыскиваем комнату. Открываем каменную плиту, используя интеллект. Вы вглядываетесь в темный коридор, ведущий глубоко вниз. Вдыхая затхлый воздух, вы чувствуете, что тьма тоже смотрит на вас. Вы спускаетесь по извилистому коридору, пока не упираетесь в комнату с 6 каменными колоннами. Между колонн есть ниши с гранитными сундуками и вазами. Снова 1. Все единичка, кроме Марлена и Сулена. Не дали, да? Ну давайте обыскивать. Это походу да. Это походу сейчас нас съедят. Это оборотень. Ну не оборотень, это этот. Стрига. Ну тут я единичку использую, а потом уже будем выбирать. Так, вы замечаете силуэты человекообразных существ. Так, давайте сразу нажму. Существ, свисающих с потолка возле колонн. Они вас тоже заметили. Стриги. Восставшие чудовища, которые не только пьют кровь живых, но также пожирают их внутренности. Ну, второе, разумеется, будем сейчас биться. Атаковать с помощью света и гармонии. Ой, да что там Стрига, это тебе не Кракен. Ага, сейчас бы мы еще Кракена встретили на 30-м ходу. Ой, на 40-м. Все Стриги мертвы. Все одна штука Стриги мертвы. И ничто не помешает вам забрать добычу. Великолепная добыча. А, нет, вот она добыча. Это тот, что от Стриг оставилась. Чудовищная кость. Добыча, я вам скажу, прям-таки не блещет. Ну ладно. Опыт, лут. Опять же, хорошо. Идем дальше деревню искать. Что там у нас с готовкой? Крафт не дали. Жареные грибы будем есть. Все к столу. Про паука я ж писал уже. А, другой человек спрашивал. Ты не первый, кто про паука спросил. Эволюционировать сам по себе игровыми механиками чисто для паука. Такого нет. Но превратить мы его в любого сможем трансформировать. С помощью файлика трансформации, который у меня есть на Google диске. Давайте сразу покажу, а то чтобы не быть голословным. Вдруг кто не в курсе, то 1,5 года-то я не стримил, наверное, много новеньких сейчас на канале. Google диск зайдете по ссылке в описании к видео и заходите в трансформацию. Где у меня трансформация? Трансформации в городах. Вот есть трансформация, кстати, избранного, отдельный файлик. А тут, наверное, можно прочитать про крыску в опоссума, как она превращается.
А вот трансформация в городах. Это вот как раз для паука вопрос. Вот любой паук сюда входит, может превратиться в... Кого где? Призрака. Со скиллом шаманов. Ну, призрак это самое простое, конечно. Тут вообще, это вот самый офигенный вариант. Надо просто 10 мистицизма пауку накачать. Это взрослый. Что значит взрослый? А, ну, не ребенок, короче. Не ребенок. Тут, наверное, лучше так сказать. В дома удовольствия посетить, да? Стригу 4% превратиться. Без сброса. А где тут мне говорили, что у меня на стриге нету сброса? Вот сброс же до первого есть. Или ты про мистерс и мастер говорил? Мастер стригу и мистерс стрига. Они что ли со сбросом? Ну ладно, неважно. Короче, вот файлик есть, используйте, если кому интересно тут разбираться. Разберетесь, если подольше посидите, посмотрите. Если нет, то, по-моему, у меня даже гайдик на эту тему есть на канале. А, мистерс и мастер, понятно. Ну, если... О, если они даже со сбросом, то это вообще, конечно, тема. Я проверю. Я, правда, уже не помню, как это делать. Но проверю. Ремесленника брать поди уж не буду. Раз уж тут собиратели есть. Так, мясо прилетело. Ух ты ж, их много. Я думаю, как-нибудь убьем. Все-таки мы-то тоже сильнее стали. Пофиг, пусть будет победа с травмами. Минус 3 у эльфа, у Д'Артаньяна. Ладно. Залижем эту рану. Так, как нам сюда выгоднее попасть-то? С этого холма, я думаю, все-таки. Или вот с этого. Два кабана бегают. Мясо, 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 мясо. Прям в реальном мясо. Во всех смыслах. Тут приготовить кое-что можно. А что я дерево-то добываю? Ну ладно, все равно ничего приготовить паук не может. Так, пойдет. Дармак, 4-й раз пишу. Пошел эльфом-рабом. Трансформировал в темного эльфа. Потом стригу. За божественный квест мастера стригу. В конечном итоге персонажи набрали суммарно 70 уровней. Хорошо. А можно призрака в призрака превращать, постоянно сбрасывая уровень и получая новый скилл шамана. И повышая мистицизм бесплатно. Ну, точнее, любого персонажа в призрака, а потом призрака опять в призрака, в призрака, 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 призрака. То есть, сбрасывая уровень до единицы. Докачал до 20-го, сбросил, докачал, опять сбросил. Со всеми плюшками. Так что вот что ты пишешь, это, конечно, круто, если не знать про призрака. Если бы не было вот этого варианта, там вот можно реально бесконечные характеристики выкачать. Тут у тебя все равно ограничение будет. Ну, круто, конечно. 70 уровней. Кабаны сами к нам прибежали. Нифига себе разница, да? То ли минус 3 хп, а то ли минус 23. Так, приятная встреча, друзья. Теперь, когда Збигнев больше не беспокоит ни вас, ни нас, мы можем приветствовать вас должным образом.
Так, я толком ничего не помню. Но квесты тут надо выполнить. Таверна всегда ли открыта, я вот тоже не помню. Да нету у нас камня. А, нет, есть. Им надо 40. 40 обычного камня. Ну, мы им всякого разного так и быть сдадим. И получим 2 очка репутации. О, рубаху нормальную получили. Все, в этом ходу больше не будем в деревню заходить, чтобы было более так честно, а то реально богаюз. Или зайдем. Я же решил без ограничений играть. Ладно, давайте, наверное, заходить. Квест взяли. Сейчас побежим выполнять. Купи эльфу лук для красного. Лук для красного. Жалко, здесь лук, как в первой Тее, не вставляется в отдельный слот. Удара в Дискорде остались картинки этого чуда. А, да, ты же кидал мне туда в Дискорд. Так, ладно. Локи, привет, привет. Локи, как обычно, приходит с лайка. Не изменяет своей традиции. Так. Что-то я немножко теряюсь. Что нам дальше-то делать? Так, сейчас мы квесты выполнять будем в этой деревне. По максимуму выполним. Потом я зайду в файлик, посмотрю. Посмотрю в файлике, что в этой деревне вообще максимум можно получить нам. Ух ты, у нас уже прокачка-то хорошая. По хавчику. Вот здесь у нас улей, да? Так, давайте, наверное, торганем разок и пойдем. Вот так сделаем. То с собой шмотки таскать неохота, и торговать каждый ход тоже не хочется. Вот тебе, пожалуйста, на сбор, на ритуал и дополнительная грузоподъемность. Весит 49 килограмм, правда. Ворон у нас такой уже есть. Шмотки не очень. Оружие не очень. Гримуар. От интеллекта, кстати. Вот тебе и этот лук. Ледяное копье. Тот же лук. От интеллекта он у нас вкачанный, по-моему, интеллект у эльфа. А может нет. Нет, наверное, нифига не вкачанный. Так, ладно. Еду я, наверное, покупать не буду. Что там скидываем-то? 4. Все.
Что-то не понял. А где множитель? Что, как он работает? Дает бонус грузоподъемности всей группы. То есть не здесь множитель будет работать. Ну-ка. А грузоподъемность 1180. 1180. 1240. Ну да, работает тема. Хорошо. Ну, наверное, эльфу все-таки отдам. У него ритуала много. Вон у нас собиратель, по-моему, лучший. Да, пусть так лучше. Все это дело будет. А здесь то же самое число остается. Так. Побежали. Побежали, выполним квестик. Потом еще раз поторгуемся. Так, какую-нибудь новую еду. Вы подходите к улью. Так, ребят, выбираем 1, 2, 3. 1, 2 или 3. Мы подходим к улью, который славяне просили вас зачистить. Я помню, что тут не обязательно ульи зачищать, ну в смысле атаковать. Что выгоднее сделать что-то другое. Через природу или через лесной народ, я вот не помню. Это, наверное, одно и то же будет. Второе и третье. Что тут репутация, по-моему, больше будет. Третье, третье, третье. Третье, третье, третье. Третье, ладно, давайте третье. Что-то ничего не дали. Пчелы в унисон гудят, слушая ваши слова. Они согласны сотрудничать с человеческой деревней, если люди будут держаться подальше и оставят их в покое. Пчелы, в свою очередь, отдадут им часть своего меда. Разведчик из деревни, наблюдавший за вами, приближается со словами: «Будь я проклят, ты смог договориться с пчелами». Замечательно. Думаю, если они поделятся с нами медом, мы не будем возражать против такого соседа. Спасибо, и вот, возьми в награду за хлопоты хреновую рубаху и фиговый камень. А, вот она репутация. 6 с роем и 5 со славянами. Точно. Точно, правильный вариант вы мне подсказали. Ты ж эльф и паук. Правильно, я эльф и паук. Нет, эльф у нас Александр, другой Александр. Д'Артаньян. Где там у нас была деревня-то я? А, вот она. Опа, квест появился, ты смотри, что. Вы видите гигантского паука, сидящего на ребенке. Похоже, это ребенок, что ребенок борется. Тут мы, кстати, кто-то в чатике вчера писал, я вот это не успел во время стрима прочитать, а после стрима прочитал, что мы можем получить вот в этом квесте паучиху себе в отряд, потому что у нас паук есть. И это круто, если мы пауков получим. Еще бы петов-пауков всем раздать, будет вообще, все из пауков. Вы достаете оружие и готовитесь к бою, но мальчик кричит из-под паука: «Нет, нет, не убивай мою маму, мы только играем». Паук поворачивается к вам лицом и встает в защитную стойку между вами и мальчиком. Все ли у вас здесь хорошо? Моя мама болеет, и мы пытаемся отыскать лечебные травы. Вон в той пещере, но там есть какая-то сила, которая нас туда не пускает. Много моих братьев и сестер погибли, пытаясь войти. Попробуем сами туда войти. А, нет, это, наверное, не тот паук, который к нам присоединится. К нам же там другая вообще.
Вы пытаетесь войти в пещеру, действительно какая-то сила не пускает. Но мы попытаемся еще разок. Не получается, попробуем вручную. 20 ядом. Но очень долго раскачивается этот противник. Надеюсь, мы его как-нибудь так сбреем. Блин, я так и знал, что подстава будет. Надо было сюда ставить. Всех троих. Так, 22. Мы 9 нанесем. Вот до 28 урона докачается или нет? Или сюда на танкование встать сразу? Он кинет 2 двадцатки точно по пауку. И паука сбреет, потому что это будет не 2 двадцатки. А еще вот десятка, это 50 урона минимум будет. Паук точно сдохнет. А, у нас же вариант какой? Он может кинуть и в эльфа, да? Если компьютер дурак. Тогда мы победим. У нас теневое испытание, в принципе, ничего страшного. Тут как раз 9 урона остается. Да, не туда ударил, не туда. Ну, точнее как, молодец, конечно, компьютер, но нам это никак не поможет. Не получилось помочь паучихе и мальчику. Они сказали вам оставить их. Они продолжат свои попытки. Ладно, нас хотя бы не убили. Тоже хорошо. Вот он, левелапчик пришел. Так, Д'Артаньян, что-то быстро дали. А, он же у нас сбросился. Уровень-то сбросился, да? Сейчас будет быстро расти. Интеллект, смекалка, судьба. Еще раз проверим. То же самое. Наверное, все, можно уже больше не проверять. Найдем что-нибудь помощнее вороны. Тогда еще попробуем проверить. Но, по-моему, нифига. Тема не работает. Так. Что, продолжаем судьбу качать все-таки? В наглую, да?
Так, тут мне точно внимательность не нужна, тут нужна сила. Буду я уж судьбу качать. Понимаю, что на острове эльфов там все хорошо, но до него еще доплыть надо. Так, еще одно задание приняли. Сейчас поторгуемся. А, не поторгуемся. Вот чем квестовая деревня отличается. Тут каждый ход торговаться нельзя. Отдохнуть это что-то типа хила там. Посетить питомники. Тут, конечно, питомца можно купить. Обученный паук. Кот. Давайте, наверное, паука. Хотя зачем нам паук? Блин, я хотел, конечно, пауков. Ладно, давайте ради лора возьмем. Кот вообще имба, он здесь чем хорош, у него мистицизм. Если книжку брать на мистицизм, то он помогает долбить во всех трех режимах этими хаотичными взрывами. Ладно, не буду я по лору, давайте возьмем кота. Хочу кота. Кот почти второго уровня, 1,8. Желтый хп дает. И вместо единички внимательности. Ну пусть будет кот. Нагулять ребенка в таверне. Я в таверне, сейчас мы квест выполним, потом таверной займемся. Я просто не помню там, что именно нужно. Так, нам сюда идти, тогда отсюда зайдем. Исследовать. Так, что мы делаем? Единичку или четверку? Выбираем. Выбираем в чатике. Я не знаю, что тут заисследовать. Но это мы уже вроде пробовали, да? Другая группа, там что-то кто-то убежал, да, или нет? Не помню. Пока вы обыскиваете старые развалины в поисках добычи, вы понимаете, что кроме вас тут кто-то есть. Другая группа вас не видит, но в любой момент может заметить. Сразу бей в табло, котик говорит тройка. Еще один котик тоже тройка. Котики единодушно мяукают. Так, Спирт, Кирилл, Вольф, Никин, Марлен. А, нет, Марлен тоже тройку говорит. А Вася, который не Вася, который Слава, тоже что-то непонятно, что говорит. 4 единицы, 3 тройки, что ли? Раз, 2, 3, 4. 4 единицы, 4 тройки, серьезно? Ребята, давайте это. Кто-нибудь еще, пожалуйста, скажите, что выбирать. 1 или 3? А то у нас поровну голосов. Кэтбэйн говорит 1. Что за пусечки в чате? Ребенок вырос женоподобного эльфа, можно уже и в наглую бить. Короче, 1 исследуем. Нет, Серафим тройку написал, но Серега Сюлен все-таки единицу. Пока единиц больше. Ладно, единицу давайте выбирать. Спирт еще раз единицу написал. Ты же уже вроде писал. Писал ты самый первый. Ладно, поехали. Исследуем. Так.
Но тут, скорее всего, в бубен будем бить. Ну, давайте, выбираем. Раз, два, три. Ну, я думаю, раз. Тут все напишут единичку, мне кажется. Похоже, что это мусорщик, грязные бродяги, которые пытаются вынести что-либо ценное из этих развалин. Вы потратили время на разведку, теперь у вас удобная позиция для атаки. Вот теперь, говорит, бей в бубен. Один, один, один. Единица больше всего, один только спирт тройку хочет запугать. Запугать там, по-моему, что-то какие-то характеристики мы, да, себе повышаем. Я вот не помню, но что-то прикольное было. Ну ладно, не будем запугивать. Вряд ли на этом уровне Чё так много отняли-то? Ладно, выбираем 1, 2, 3. Чё за фигня? Нафиг, буду вручную все играть теперь. Котик 2. Кэтбэйн 2. Ну, то есть мы 2 в прошлый раз выбирали. Кот Тимофей тоже 2. На восток тоже 3. 2. Всегда на юг. 2. Я не могу понять, сколько чего, потому что повторяются некоторые люди. Дмитрий 1 вообще говорит. Спирит 2, Серега 2. А, теперь как понять, сколько чего? Так, ну, единиц точно мало. Двоек, раз, два, 3, 4, 5, 5 двоек, троек. Двое, да, всего с тройкой. Да, троек всего 2, а остальные за двойку и за единицу. Так, за двойку большинство. Еще Марлен написал за двойку тоже. Ладно, давайте южная сторона снова. Ух ты! Двуручный меч из Палестины прочитал, из песчаника. Эльфу можно дать, наверное. Он же там что-то еще броню повышает. Да, да, да. Так, всякий хлам, но мы его продадим. Так, идем туда, где тепло. Не дадут проклятие или судьбу получить. Это если бы мы на восток пошли, да? Проклятие или судьба. Вон оно что. Мы могли судьбу получить. Вот же ж черт. Дорогие шмотки, я их лучше потом продам. А сейчас лучше что-нибудь выкинем. Правда, с другой стороны, на что я их там продам, обменяю? Ё-моё, да чё за... Песчаника... Ой, камня нам надо 40. Не знаю, сколько раз здесь в этой деревне. 5 штук можно скинуть. О, нормально. Ой, 5 штук скинул, ага, наоборот. Так. Ну, капец. Воды кончились.
Неплохо было бы паука Варахнида прокачивать. Чего? Тон дракона. А, ты имеешь в виду опять воображаешь? Профессор Воображалкин. Так, квестик сейчас выполним. Вредителей мы нашли. Тут вариантов нету. Фиолетовые испытания, никто нас не убьет. Щит из дерева, конечно же, круто бы было, если бы он не был хреновым. Ладно, у нас меч нормальный. Копье плюс меч. Ой, копье плюс щит использовать. Так, что у нас сейчас? 19 брони. 23 брони. Пожалуй, вот так сделаем. 23 брони все-таки получше будет. Это высокого качества. Но тяжелющий. Даже так легче получается в сумме, чем этот меч таскать. Ну да, песчаник как бы. 18 урона. Тут тоже 18 урона у копья. Можно сказать. Ладно, копье ставим. Так, добежим до сюда уже. Блин, опять перегруз. Нет, пошли сдавать шмот и квест. Хрен там, некуда сдавать. Давайте попробуем человечка завербовать. Сейчас я прочитаю. Сейчас я прочитаю, что нам тут надо, где города. Так, славянская деревня. Квестовая деревня. Нет у меня, что ли? Наверное, одно и то же. Так, таверна. Если выпить с ними, то шанс 3%, что человеческого ребенка найдем. Все, что ли? Мы больше не... А, вот. С репутацией 50+. В таверне. Кого-то можно будет нанять. Так, сейчас пока в таверну тогда не заходим. А, шанс 0% рекрут... Нет, мы не сможем рекрутировать. В деревне не работает рекрутинг. Деревня отключен. Так что можно сейчас прям заходить и выпить. Тогда ребенка получить. С маленькой вероятностью. Желтый баф нам не нужен. Ну и все остальное тут только выпить. 40 камня. Раз в 4 хода. 4 раза. А, задание 4 раза, 4 задания. Раз в 3 хода камень можно сдавать. Ну ладно, поехали. Выпить. Не получили мы ребенка. Печально. Еще 2 очка передвижения осталось.
Все, задания закончились в этой маленькой деревушке. Тут что-то совсем заданий не было. Ладно, камень хрен с ним, пусть тут лежит. Мы на него можем и забить. Ну, что-то паучонок плохо собирает. А, он же это, проклят. Он же у нас уже проклятый, поэтому и не собирает. Ладно, пусть здесь крафтит. В крусаках, третьих крузейдерах ты мод про свитки видел? Весьма занимательный. Из-за каджитов можно поиграть. Нет, не видел. Я крузаков третьих уже не запускал, наверное, больше 2 лет. Или сколько там они. Короче, как вышли, я их запустил, больше не играл. Красивый и притягательный эльф. Да, кстати, так оно и есть. Подожди, а чё я никуда... А, не, все нормально. Так, все нормально. Здесь мы, значит, деревушку пообщались, она нам больше не нужна. А что здесь за событие? Событие. А, это Кмух нам награду сказал пойти забрать. Да, наверное, пойдем заберем. Можно еще убить деревню, как вариант. Сейчас еще проверю, сработает или нет. Нет. Больше уже здесь ничего не сдашь, я так понимаю. Ладно. Раз здесь больше ничего не сдашь, то и ладно. Эх. Неохота было нож ломать. Камень нам так теперь не нужен, раз мы его сдавать не можем. Славян-то тут больше не найдем, походу. Не вижу я, чтобы их отряды бегали где-то рядом. А раз не бегают, значит нету. Значит, может быть, нету. Давайте вот сюда сначала сбегаем, что тут горит. Снова что-то появилось. Костер заканчивается. Дрова. Ага, ворон прилетел. Что там наблюдать там нам надо было, по-моему, за птицей? Сейчас скажу, я даже переключаться пока не буду. Что нам надо было с этой птицей делать? Да, наблюдать за вороном. Так, ворона пахнет тьмой, атаковать, ничего не делать. Оставить в покое и понаблюдать. Пообщаться. Вот, понаблюдать второй вариант. Получили 3 очка хп. Ну, 3 очка, на самом деле 5 получили. Просто у нас из-за хвори показано 3. Здесь оно режет. 60% от пятерки как раз получается 3,6. Нормально все будет. Вся пятерка, короче, получена. Не переживайте. Спросите у вороны, чего она хочет от вас, почему она говорит о ваших божественных обязанностях, бла-бла-бла. Тут вообще не важно, что мы выбираем. А вот здесь важно. Выбираем мы с вами сферу природы. Исследуем дальше именно по ней. И вот здесь бы, наверное, хотя вряд ли нет. Хотел сказать, крыска превратилась бы в толстую крыску. Нет, там что-то другое событие активироваться должно.
Эльфа можно качнуть, разумеется. Качаем. Замечательно, прям вообще. Пока вы обыскиваете старые развалины в поисках добычи, понимаете, что кроме вас тут уже кто-то есть, другая группа, бла-бла-бла. Что мы там делали? Сразу мы исследовали, да, а потом атаковали. Да ну, давайте сразу убьем, не буду я ничего исследовать. Тут только вручную. Ой, Вася тоже так думает, точнее не Вася. Напиши не Вася, то я буду тебя Васей называть. Я, правда, кого-то достал уже один раз. Не помню. Тоже в чатике у кого-то ник другой был. Я его называл по нику. Но, в общем, он в итоге согласился, что надо так его и называть. Как я его называю. Получилось забавно. Скоро и ты на Васю согласишься. Я вот к чему. Ну вот она, десяточка. Ну можно броню на паука раскидать. И не танковать. Давайте посмотрим. Мы тут с одного удара не убиваем. То есть красное хп потеряем немножко. — 21. Здесь 22. Нет, выгоднее все-таки сделать так. 29 урона, у него 30 хп. Вот это, в этом вся Т. У противника 30 хп, а мы наносим 29 урона. Что-то, слушай, походу паука убили. Что-то я вообще это расслабился. Блин, вот это засада. Что будем делать? Кто паука будет воскрешать? Вы не можете, я тоже не могу. Народу нету, который бы отдать можно было за паука. Минус 3 хп. Сдохнет ведь. Так, что там, южная сторона, да? Халявная. Давайте южную уже. Побыстрее бы посмотреть, как паук у нас умрет. Или не умрет. Что-то, короче, сегодня это... Ну, вот в этом бою, конечно, ладно. Мой косяк, надо было внимательнее быть. Ах, ворь же у него, я забыл вообще про эту фигню. Думаю, чего вы так легко слили? А вот он, арбалет. Довольно быстрый. Вот можно еще дротики отдать. Блин. С пауком подстава вышла. Так, минус 3, 21. %, что паук умрет. Ну, 36-то ладно. Я там думал 50-60. 36. Падение умрет.
А, тогда щитов не будет. Ну, превентивка-то тут получше. Поинтереснее. А так урон неплохой. Причем прицельный. Так. Ладно. Это мы уберем. Все равно двигаться не можем. Да елки, сколько можно скидывать-то. Так, что тут еще за меч какой-то отстойный получили? Где экран? Нету никакой экран. Все нормально. Спасибо, что напомнили. Пауки живучие. Стоило только отлучиться, и вот я осуждаю. Спирт. Да не говори, блин. Капец, что-то у меня глаза уже закрываются. Мы сколько играем? Мы 2 часа 20 минут играем. Тяжеловато. Ладно, пошли наверх. Отхилиться, блин! Чуть-чуть не хватает ходов отхилиться, добежать. Вот, блин. Ну давай попробуем, может быть, на следующий ход. Там, наверное, паук за один ход-то не отхилится. Сейчас вот сюда встанем. Попробуем в деревне похилиться. Только что-то я не помню, там можно или нет вообще. Ну, в любом случае. Терять нам нечего. Трах тебе дох, Эльф отхилит. Ты имеешь в виду через лагерь зайти? Одного эльфа вывести. Это я так не хотел делать, но давай попробуем. Давай попробуем. Заплатить за исцеление ран. Не зря мы всякую фигню копили. Фу, вот если бы я Васин комментарий не увидел, ну понятно, я шучу, что Васин, то все. Блин, как хорошо, что вы у меня есть. Люди, которые активно пишут в чате. Без вас я бы уже помер, наверное, раз 300. Так. Хорошо. Сейчас мы просто ждем. Нет, не просто ждем. Теперь просто ждем. Здание появилось недалеко от вас. Материализовалось наследие кузнеца. Кузнец сюда каким-то макаром телепортировался. Да ладно, мусорщики есть, что ли? Есть деревня мусорщиков. Сейчас мы найдем персонажа себе. Кузнец. Ну давайте возьмем кузнеца квест и пойдем, наверное, сюда, к мусорщикам. Слушай, а что-то тут еще появилось или мне показалось? Ну-ка давай зайдем. Да, торговля появилась, смотри-ка что. Может и это обновилось? Помощь? Нет, камень не обновился. У нас камня нету. Может быть и обновился. Сейчас торганем тогда. Торговля раз в сколько-то ходов у нас, значит, здесь активируется. Да ладно! А что такой дорогой? 135 всего. Блин, не работает нифига.
Кнопка. Так. Но в любом случае нам инструмент для сбора для второго персонажа тоже нужен. Для крафта я тут что-то не вижу ничего. Одежка на 22 брони. Взрывы не очень. 0,9. Лук, понятно, тоже отстой. Так, жрачку я не буду покупать, у нас вроде как хватает. Ладно, давайте продавать всю фигню, которую накопили. Железо вот это. Тоже оно для продажи идет, потому что оно... Из него некачественные предметы получаются. Не очень качественные. Будем использовать либо серебро, либо золото. Либо с большой эссенцией, либо легкие предметы делать. Еще можно травы, кстати, скупать по КД. Это нам тоже будет не лишнее, потому что они для ритуалов нужны. Идеально. А спирт-то что стесняется? Кто заставил спирта стесняться? Как можно заставить его стесняться? Так, наследие кузнеца. Скупи уголь. Блин, можно было, кстати, уголь купить. Ну, пока ладно, не, мне таскать же его потом. Кстати, а что я эти... Не перекрафчиваю. Блин, материалы. Я вообще про эту фигню из головы все повылетало. Конечно, надо все переваривать. Потихоньку. Для этого нам надо открыть. По-моему. Как оно вообще делается, я уже забыл. Так, у нас тут появится... А, все, вспомнил. Ну это мы в 3-й уровень можем 2-й, в принципе, переплавлять, да? И 1-й во 2-й. Но 1-й я весь продал, так что... Что тут из 3-го? Кости будем делать из чудовищных костей. Ну, наверное, как-то так. Так, давайте, наверное, все-таки попробуем. У нас есть науки, очки, и вот я на них что-то не трачу. Вот сюда надо выходить. Вот эти, наверное, кости сюда выйдем. Сюда. Еще одно очко осталось, но пока не знаю зачем. Так, мы сидим, давайте что-нибудь попробуем сделать теперь. А, то есть мне их исследовать все равно надо. Все понятно, чтобы получить больше костей, в 2 раза больше, мне надо их исследовать. Вот эти еще кости. Блин, не та. А, да, в готовке же. Все верно. Во, теперь нормально все показано. Можно не делать так. Хотя, да, вот так сделаем, так сделаем. Ага, все вспомнил. Тут тоже баг. Не работает. Рецепта нельзя много сделать. И они одинаковые для... Вот это, конечно. Одинаковая еда и ресурсы. Это, конечно, хрень.
Микроменеджмент, это так долго, не говори. Потом можешь конвертить. Открыть нужно сначала, потом можешь конвертировать. Да-да. Так, ну давайте смотреть. Тут мы исследуем. Искать что-то полезное. Ну выбирайте 1, 2, 3. Я вот прям, да, все. 1, 2, 3 выбираем, а я пока почитаю. Так, руины древнего человеческого кладбища рядом с надгробиями, рассказывающими историю о старых временах, находите место, где лежит одна плита из песчаника с очень слабыми и нечитаемыми отметинами. Что-то привлекает ваше внимание к этой плите из песчаника. Расположение камня и выцветшие отметины выглядят для вас как некие защитные символы, свидетельствующие о том, что кто-то был похоронен здесь. Тот, кто был похоронен здесь, был пугающим, короче. Должны ли были знаки защитить того, кто здесь лежит, или наоборот? Ну, естественно, наоборот. Нафига ему в гробу лежать и от мира всего защищаться, идиот. Искать что-то полезное. Да ты живой. Иди сюда, мне нужно одолжение, а ты, похоже, умеешь слушать. Вы понимаете, что звук исходит от каменной плиты. Когда вы поворачиваетесь к ней, то видите очертания призрачной фигуры. Так, Спирт говорит 1, Никин 1. Так, 3, 2, 2, 1. Так, Спирт 2 раза 1, что ты написал. Так. У нас 3 единицы, получается, 2 двойки. 4 единицы. Ну все, единиц уже больше. Спрашиваем. Теперь выбираем, ребят, снова. Думаю, ты можешь, считаем мою проблему типичной. Призрачный. Короче, я застрял здесь, потому что один мстительный гад поймал мой бедный дух в ловушку в этом дурацком месте. Сказать ему, что видите его ложь насквозь, потребовать правду. Вот это вы, да, единица, говорите снова, Спирт. Вот Кирилл говорит, тут двойку надо выбирать. Дима единицу, наверное, под предыдущий писал. Кот говорит единицу, Никин 1. В общем, все по первой, да, строчке проходим. Да, Дима снова 1 пишет. Марлен только тройку, Кирилл двойку написали. Серега снова 1. Ну ладно, тут явно 1. Хорошо, да, я был гнусным типом. Меня называли злодеем и убийцей, проклятым на вечность, прикованным к этому камню. Ты можешь себе представить скуку? Просто дай мне уйти, я вознагражу тебя, я тебе обещаю. Согласиться и разбить могильный камень, атаковать или оставить на произвол судьбы. 1, 2, 3. Что делаем? Что-то я вас, наверное, уже заколебал писать в чатик. Если 1, то получишь камень какой-то. Не вздумай помогать. Так, значит 1 не берем. Двойку, наверное, да? Репу испортишь, точно, да? Марлен говорит, убегаем, отступаем. Марлен, кстати, я заметил, часто пишет, чтобы мы отступали. Никин 2, Серега 2. Спирт разбил бы камень. Кирилл 2. Ну, двоек тут я вижу явно больше. Ладно, давайте двоечку. Пошли ему вломим. А это оказался не он, а они. Их 5 заперли в одном гробу, вы представляете? Так, деревня славянская недалеко. Начнем мы с какого-нибудь дальнего края, чтобы не сосать в себя урон. Сыграть надо аккуратнее. Ах ты же, зараза, по всем бьешь? Все враги на поле боя. Тогда можно и под тебя встать нам как бы по барабану. Если я его успею убить, конечно, тоже... тут еще один. Че, мне паука нельзя тогда плодить? Блин, тогда паука, получается, нельзя плодить.
Сколько я урона смогу им апнуть? Ну, вряд ли до 40 подниму. В принципе, эльфом могу еще по фокусу, да, попасть. Этот ударит на 18. А этот вообще не ударит. А этот, может, тоже вообще не ударит. Так. Это мне надо вот так, да, сделать? Вот этого сюда поставить, а эльфа сюда. Эльфом я вроде как в любом случае успею ударить. Давайте рискнем. Блин. Хороший компьютер, умный. Так, отсюда мы сюда урон получаем, это нормально. Здесь у нас по 29 урона, вообще не то, что нам нужно, вообще никак не то. Этого мы можем и убить, но нам выгоднее этого убивать. А этого я не могу никак убить. Капец. Так, я этого убью, и отсюда получу 8 умножить на 3. 24. Ой. Чего? Я, короче, считать разучился. Ну да, 24. И отсюда еще десятка. Тянул бы до последнего, у меня бы по таймингу бы было плохо. Видишь, че? Если бы я тянул. Ну да, он просто под меня встал, потом все, и закрылся. Тянул бы до последнего. Может быть, и получилось бы. Да нет, давайте отступать. Я думаю, мы... По крайней мере, паук точно не умрет. Много не получим. Единственное, что проклятие можем получить. Ну, как бы и хрен на него. Да, я тут вариантов не вижу, чтобы мы победили. Куда бы мы эльфом не стрельнули, как бы. Тогда уж эльфа надо было 2 раза ставить. Тогда бы, может быть, еще что-то получилось. 29. Это все хворь, это чертова. Так, проклятие магическое, так что пофиг. Призрак побеждает, проклинает вас, но вам кое-как удается убежать за пределы его досягаемости. Да ладно, здравствуйте. Кого мы встретили? Товарища алхимика. А у меня голос сел. Здрасте. Артем, нифига себе, привет. Я тебя тоже категорически. Жму руку, ногу и твой рыжий чубчик. Так, когда вы оправляетесь после еще одного неприятного землетрясения и ищете в мусоре полезные ресурсы. Про какие землетрясения он говорит? Ну, 2 раза огурцы нас мацали своими тентаклями, было дело. 1 раз еще дом под землю провалился. Ну, а вроде после этого больше ничего не было. По крайней мере, в этом стриме сегодня точно не было землетрясений. Ну, неважно. Ищите в мусоре полезные ресурсы, вы замечаете странного человека, сидящего за столом в окружении всевозможных хитроумных штуковин, свитков, пузырьков, инструментов. Идем поговорим с ним. Атаковать уж не буду, я помню, что-то я атаковал его. Одно время убивал. Вы подходите к человеку, он озадаченно смотрит на вас, затем осматривается, бормочет. Проклятые наемники чуть что и убегают. Так, в смысле, чем могу вам помочь? Кто ты такой? Ты кто такой? Я алхимик. В 2 словах давай нам. Я пытаюсь выяснить дальнейшую судьбу мира. Что надо делать? Ну, как я вижу,
использовать это, значит, нам нужно избавиться от бандитов. Так, ну все, понял, это пещера бандитов, да? Твое умение подмечать детали впечатляет. Согласиться помочь. Хорошо. Все, согласились. Господи, тут все понакастовалось не там, где надо. Можно забить и пойти к мусорщикам. Тут, правда, халява летает. Пойдем, наверное, к мусорщикам. Как проходится. Что-то вообще со скрипом еле выживаем. Прям вот еле выживаем. То один косяк, то другой косяк. Так, рассказы мы пропускаем. Где-то появились эти внучки. Где? Наследие кузнеца вот здесь и здесь. Вот как раз сюда нам и надо. Так. Вот, точно. Думаю, что-то же мы покупали, я забыл одеть. Шмотку на сбор. А это что, божественный путь горит? Это вот и есть? Следовать одной из божественных сфер, чтобы узнать больше. Все понятно. То есть мы сейчас сюда должны зайти, а это у нас божественный квест номер 1 пошел. Точнее 2. Вот этот. Природа. Атаковать светоносных. Красное испытание 6 уровня. Это сила и внимательность добавится паучку. Ну, наверное, да. Наверное, вот это будем делать. Короче, ждем, пока мы сможем 6 уровень красное пройти. Так, пока сюда не лезем. Когда уж паук там оклемается? Один ход, нормально. Пока паук хвори, не сказал бы, что халява летает. Там 5-й фиолет в божественном. Или 3-й. Не знаю, что тут будет. Сейчас мы узнаем. Ну, не сейчас, потом. Когда красный 6-й сможем убивать, тогда уж нападем. Сейчас пока не хочу. Так, Д'Артаньяну мудрость дать. Чтобы он хилиться мог, или не надо? Ай, да я думаю, все-таки лучше мудрость дадим ему нафиг. Остальное что-то перебер... Ой, блин, кошку забыл убрать. Ну ладно, пойдет. Что там по хилу, по хп? Нормально, фуловенький. Ну, наконец-то полненький такой пухленький дармак получился. Сейчас будем убивать. Кстати, чё мне кошка-то тут? Нафиг она нужна, если мы луком начали стрелять? Луку лучше ворону дать. Ворона будет стрелы самонаводящимися делать. Летать, держа в клюве стрелу. Так, что мы хороним или просто забираем? 1 или 2? Кладбище тихое, пустое. Вы видите непохороненное тело на земле, сжимающее тайник с товарами. Помните, мы в прошлый раз похоронили и нас за это наказали. Все-таки хоронить.
Хоронить. Помните, в прошлый раз еще написал кто-то в чатике, что типа труп в лесу должен лежать. Типа для Теи это нормально, что-то такое. Не надо его хоронить. Ну ладно, двоечки давайте. Я вижу, почти все двоечки выбрали. Баф, пожалуйста, на тебе фиолетовый баф. Зачем ему фиолетовый баф? Хороняка. Короче, всех перехоронили. Санитары леса. А вот это что у нас? Великая задача какая-то. А, бандиты Красного Хребта сейчас. Они лагерь разбили. Это логово бандитов. Сюда вообще не соваться, пока 7-й желтый не сможем убивать. Так, давайте тогда сюда пока к наследию кузнеца зайдем. И направо уже ломанемся. Хочу направо. А здесь что будет, не помню. Не помню, давайте, наверное, вот так сделаем. Вдруг там будут ранения, надо, чтобы было время добежать до деревни, до ближайшей. И что-то в этой деревне сделать. Типа похилиться, к примеру. Было бы неплохо. Блин, 3 штуки не можешь делать. Ну ладно. А, он добывать может. А, там добывать нечего, ну понятно, короче. Ладно, нормально. Это где 8-й красный и 7-й желтый? Да, там надо через желтый проходить. Вы натыкаетесь на руины небольшого человеческого поселения, укрытые в темной роще. Нет ни останков жителей, да что ты у нас заложила? Ни даже следов борьбы. Вместо этого кажется, что люди просто покинули свой дом. Оставшиеся вещи, однако, наводят на мысли о чрезвычайном жаре. Они спрятаны, спаяны вместе неестественным образом. Еще вы видите красивые огни, мерцающие поблизости. Ну, в общем, пропускаем рассказ, просто убиваем. Светилка, тут, по-моему, вот это самая эффективная штука. По результату. Неплохо, неплохо, значит, тебе известно, что светоносные будут атаковать духовной энергией, когда начнут поединок. И ты знаешь, что мы, волхвы, вернулись в эти земли, и теперь будем учить мальчиков колдовскому пути. Я должен идти, удачи тебе, избранный. Спасибо. И вам, дяденька, удачи. Готовлю тут, готовлю. Для кого готовлю, зачем готовлю. Ну ладно, у нас максимально, в принципе, нормально все. О, кончилось дерево. Надо где-то найти. Ну тут через судьбу можно сыграть. Сразу нашли, с первого раза, девчонок. Ну тут 50 на 50, правда, было. Теперь через мудрость. Ух ты ж. О, через восприятие что-то можно попробовать. Ева больная, спокойная сестра наблюдает за происходящим с сомнением. У меня, кстати, вот этого варианта не было раньше. Наблюдает за происходящим с сомнением. Обратитесь к ней и спросите, действительно ли это то, чего она хочет, или было бы лучше вернуться к Богдану и поступить правильно.
Давайте, наверное, попробуем 4-е, желтое. Блин. Хотя... Четвертое желтое, блин. Ну ладно. Опасно. Тут одна всего. Так, эльф наш имбовый, паучок. Паучку стаи смысла нет качаться. Сейчас мы эльфа будем сразу выставлять. У него даже глаз предков довольно таки быстрый. Так что и мы выставимся. Стреляем в любую цель. Ну мы вообще даже 2 раза выставляемся, он не успевает нас ударить, что ли? Ну точно, мы вот этим ходим эльфом и все. А вот все-таки поставлю паука. По 3 целям долбит. 2 плюс тут? Охренеть. Не зря судьбу качал. А вы говорили эльфы, эльфы. Все, забрали. Что тут у нас дальше? Блин, ну ладно, я историю не читал с самого начала. Я думаю, нет смысла продолжать. Либо заново уже начинать читать. Но я уж не буду. Что у меня с голосом все плохо уже. Так, ладно, мы нашли их и... Что там они нам сказали? Идем домой? Вы нашли девушек, позаботились о том, чтобы они вернулись к Богдану. Возвращайтесь к кузнецу за свои награды. Все понятно, возвращаемся. Что я не ожидал, что так быстро все сделаем. Рассказать ему, спросить, поблагодарить. Все. Старую наковальню нам отдал. Сломанную. Ржавую. Позолоченную дубину. И гранитный тяжелый доспех. 301 килограмм. Охренеть. Нафига нам это все надо? Я, конечно, все понимаю. О, и здесь бегают. Они ж тут были, мусорщики. Чё они уже здесь? Неужели так далеко бегать могут? Наверное, вот здесь где-то город все-таки стоит. Давайте, наверное, сверху начнем. Там как раз мы не бегали. И вот в это место забежим. Там, по-моему, нас ждут сокровища. О! 1 или 2, чатик. Путь, по которому вы шли, казался твердым и безопасным, но вы слишком поздно понимаете, что вступили на зыбучие пески. Я помню, что здесь, если безопасный путь через зыбучие пески разведать, то мы можем внимательность повысить. А можем что-то и залететь, по-моему, нет? 1, 2, 1, потом еще раз 1. Ну давайте 1. Потом еще раз 1. А зачем нам выяснять? Может, сделаем рывок? 1 или 2? Рывок это, по-моему, баф красный, да? А если выяснять, то это
Внимательность 2. Кирилл 2 пишет. Рывок 1. Или тут силу что-то дает. Нифига не помню. 1-1. Что-то раскололось общество писателей. Так, 2-2, 1-1-1. Единичек пока больше. Ну, Вася тоже, кстати, один писал. Который не Вася. Двойка. 3 двойки. 5 единичек. За единичку больше. Ладно, давайте единичку. Баф желтый получили. Ну, там, наверное, баф красный был. Ну, вообще, я не знаю, тут, наверное, несколько вариантов случайным образом вам даются. Так, мне бы вдоль воды этой не бежать. Мне бы вдоль воды не бегать. О, пойдем поймаем мусорщиков. Дерева-то нету. Нам хилиться не надо. Там проценты, как при рождении. Либо баф, либо статы. Ну, понятно. Только вот насчет стат я уже не помню. Для этого или не для этого. Кстати, 2 отряда уже здесь бегает. Ну, явно где-то... Где-то здесь, значит. Побежали вообще мимо. Рядышком совсем были. Паука апнули. Тактический маневр, что я не хочу апать. Давайте уж собиратель тогда апать. Одни сюда убежали, другие здесь стоят. Так, что нам ближайших? Давайте вот так сделаем, наверное. Что нам с ними делать-то надо? Я вот не совсем помню. Вот это, по-моему, да, 5-й вариант. Чтобы репутацию качать. Если хочешь подружиться, иди в деревню. Ну да, наверное, 5-й. Подкупаем их. Ой, наконец-то скинем всякий хлам. Я вспомнил еще один важный момент. У нас, когда первый тир во второй тир перекрафчиваем, нам не нужен уголь. Не нужен, по-моему, да? А вот когда второй в третий и так далее, тогда уже уголь нужен. Или нет? Что такое еще в памяти? Ну, это проверить можно еще будет, сейчас узнаем. Так, 2 репы. 2 репы получили, хорошо. Отряд исчез, все как надо. Запугать? Разве? Разве запугать? Так, взаимодействие с охраной. Если напугать, то минус 1 репутация будет. Откупиться плюс 2 репутации. Вот что мы сделали. Атаковать минус 3 репутации. Приветствовать. Торговля. Или шанс 30% попойка. Но это плюс 50 уже. 50 плюс репутации когда будет. Все нормально я сделал. Все правильно. Здесь все было легко. Это домовенок нас наградил за то, что мы его из капкана орков вытащили. Щит довольно слабый. Эх, не добежал. Дерева нету?
Нету. Добыча тут 500, вот это комбайн. Так, здесь, да, здесь уголь нужен. Вот если мы... Да, вот если мы обычные материалы делаем, то уголь не нужен. Из обычных второй тир. Нету плюсика. Не, я понимаю, что бой в желтом, но нет. Здесь не надо их запугивать. Это не светоносных, ой, не мусорщиков запугивать надо, это кого-то другого. Не помню кого. Если вообще запугивать кого-то надо. Может, ночных демонов? Ну, не помню сейчас. Так, заплатить за снятие проклятия. Дерево появилось. Его бы еще, кстати, включить. Не помешало. Так, ну, в принципе, можно уже еду отдавать. Она у нас крафтится нормально так. Так, с Дармага сняли. Кстати, довольно часто бабушка стала появляться это, со снятием проклятия. Помню, раньше как-то это дело. Не очень мне везло с этим делом. Орков запугивать точно. Точно. Так, что мы, наверное, закончим. Что там у нас, где точка контрольная будет? Давайте эльфу еще левелапчик сделаем и закончим. Вот мы здесь добежим, грохнем этих ос. Посмотрим, что за левелап нам дадут. Ставим пока в сторону. О, нашли мусорщиков, замечательно. Идеально. По-другому и не скажешь. Так. Что там, что там? 2 силы нашему Д'Артаньяну. Ну давайте все-таки попробуем еще раз кошку и петуха этого поменять. Так, 2 силы, смекалка, интеллект. О, получилось! Ты смотри, что, работает фишка. Так. Мистицизм нам нужен или сила? Я думаю, силу все-таки взять. Хотя вот в красном он не особо. Я бы, конечно... Ладно, Элдер, ребята, появилась. Старая раса. Персонаж старый или... Нет, мне нужен этот переводчик нормальный. Мне нужен нормальный переводчик. А то я сейчас вам наперевожу. Представитель древней или бессмертной расы. Они могут когда-нибудь покинуть Тею, но если что-то не унесет их жизнь, они могут просто остаться. Что-то непонятно, ни счетчика нигде не появилось, что он скоро умрет, ничего. Ну ладно, не появился, не появилось. Так, мистицизм, это фиолетовое ХП. Ладно, давай его для фиолетового и желтого ХП прокачивать эльфа тогда. Для красного пусть будет пока паучок. Наверное, так сделаем. Играем, пока не помрет эльф. Да не говори что-то, смотри, второй стрим мы уже отыграли, и до сих пор к нам никто не присоединился. Как играли паучком и эльфом, так и играем. Ну, разве что эльф повзрослел мал-мал. Уже стал 8 уровня. 35 удачи, кошмар. Ладно, ребят, на этом мы заканчиваем.
Не знаю уж завтра стримить, не стримить. Что-то в воскресенье. Я, наверное, потом на работу хрен встану, если завтра буду стримить вечером. Для вас-то это будет вечер, для меня-то ночь. В общем, наверное, придется стримить. Котик Обормотик зря, что ли, мне задонатил тут. С гномов ЗЛ. Ладно, буду стримить завтра тоже. Поиграем, может быть, просто пораньше на часок начну, чтобы нормально и выспаться, и вам не сильно дискомфортно было смотреть. Всем здоровья, всем добра, пальцы вверх. Пока-пока.